Всех приветствую на своем канале. Сегодня мы будем вязать болеро узором рыбья чешуя для девочки. Я буду вязать вот такой вот пряжей. Это у меня нитки Нака, это 100% акрил. Они идут вот как бы с такой вот ниточкой блестящей. То есть мне очень хорошо подходит, потому что у меня это болеро для утренника. И крючок номер 2,5. Так, для начала набираем 128 воздушных петель и 3 петли подъема вместо одного столбика с накидом. Далее будем вязать по схеме 1. Набираем воздушные петли. Три, 4. Так, всего надо набрать 128 плюс 3 петли вместо одного столбика с накидом. Увидимся в конце. Набрали 128 воздушных петель плюс 3 петли подъема вместо одного столбика с накидом. И дальше будем вязать по схеме номер 1, которая состоит из 2 стоящих рядом столбиков с накидом и 2 воздушных петель. Так, 1, 2, 3 петли. Это вместо одного столбика с накидом. Пропускаем 4, делаем накид и вот сюда 1 столбик с накидом, 2 петли, накид, 2 петли. Плохо видно, ниточки такие белые. 1, 2, пропускаем и сюда. Итого у нас должно получиться 64 столбика с накидом, включая вот этот вот искусственный столбик, который состоит из 3 воздушных петель. Накид, две воздушные петли, накид, пропускаем здесь 2 воздушные петли в 3, накид, две воздушные петли, 2 воздушные петли пропускаем внизу, 1, 2, в 3. И так вяжем до конца, чтобы у нас получилось 64 столбика с накидом, включая вот этот столбик, который состоял из воздушных петелек. Увидимся в конце ряда. Итак, довязали до конца ряда. Всего, я там немножко ошиблась, должно получиться не 64, а 66 столбиков с накидом, включая вот этот вот наш первый столбик, который состоит из 3 воздушных петелек. Так, итак, переворачиваем, довязали до конца, переворачиваем наше вязание. Здесь между 2 столбиками с накидом делаем 1 столбик с накидом. И дальше будем вязать, можно сказать, по схеме 2. Вот этот вот веер, который будет состоять из 2 столбиков с накидом. Далее у нас идет 4, 6 столбиков с 2 накидами и 2 столбика с 1 накидом. Смотрите, как это выглядит. Делаем столбик с накидом. Вот сюда. Еще 1 накид. Теперь 2 накида. Раз. 2. 3, 4, 5, 6 и снова 2 столбика по 1 накиду. То есть всего в одном кластере получается 10 столбиков. 4 с 1 накидом и 6 с 2 накидами. Связали,
И вот здесь столбик с одним накидом. Получается такая чешуя. Так, снова накид. Один столбик, еще один. Два накида. Довязываем до конца наш ряд, вяжем последнюю чешуйку. Так, раз, два, теперь с двумя накидами, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, один накид, еще один. Так, и вот здесь один столбик и еще последнюю петельку, еще один. Так, разворачиваем наше вязание. Так, пока не разворачиваем, я вам покажу. У нас всего получилось 16 таких чешуек. То есть мы сразу будем вязать, сразу набрали и наперед, и на спинку. Вот, раз, два, три, четыре, это один перед, 4 другой и 8 на спинку. И сейчас мы будем вязать всего как бы 4 ряда вот этих вот чешуек. То есть у меня будет такое коротенькое болеро. И потом будем переходить на рукавчики. Так, 4 ряда будем вязать уже немного вот по второй схеме. То есть каждый ряд будет начинаться уже не с одной петли с одним накидом, а петли будут с двумя накидами. То есть смотрите, закончили мы наше вязание. Так, да, все правильно. Развернули вязание. Вместо первого столбика с двумя накидами у нас будет 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Так, 2 накида. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. 1, 2. Вот как бы такие рельефные столбики. Только с одним накидом у нас был только нижний ряд. А остальные все у нас кластеры, они будут с двумя накидами. 2 накида на развороте чешуйки. 1, 2. Так, 2 воздушные петли между ними. 1, 2. Рельефный столбик. 1, 2. Вот, вяжем таким образом до конца ряда. Дальше покажу, как снова перейти на другой ряд. Так, довязываем до конца наш ряд. Первый ряд второй схемы. Напоминаю, что там столбики у нас будут идти с двумя накидами. С одним накидом был только нижний. 1, 2. Так, разворачиваем вязание. Сейчас снова будем вязать чешуйки. Так, начинаем
с одного столбика с накидом, накид, столбик с одним накидом, еще столбик теперь с двумя, то есть так же, как мы делали предыдущий нижний ряд. Вот. Будет второй ряд чешуек, то есть они будут вот так, одна над одной находиться. Итак, таким образом вяжем 4 ряда чешуек. То есть вот это у нас будет второй ряд. Еще таких же 2 ряда провяжем и будем формировать рукавчики. Ну, то есть у меня 4 ряда, потому что у меня такое болеро коротенькое. То есть если вы хотите более длинное, можно больше рядов связать. Вот, и дальше начнем формировать рукав. Итак, провязали 4 ряда наших чешуек. Сейчас будем формировать рукавчик. Для этого мы еще 4 чешуйки провязываем и делаем 46 воздушных петелек. 46 воздушных петелек, пропуская при этом нижнюю одну чешуйку. Так, вот, 4 провязано. 1, 2, 3. Сорок шесть. Смотрите, пропускаем одну чешуйку внизу. То есть вот связали 46. Все. Дальше вяжем 8 чешуек. Опять пропускаем одну для того, чтобы набрать 46 воздушных петелек. Так, и снова вяжем 4 чешуйки. Так, провязываем самостоятельно. В конце ряда увидимся. Довязали тот ряд, где мы формировали рукавчики. Вот у нас было 4 чешуйки, 46 воздушных петель, 6 чешуек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, так как по одной предыдущего ряда мы оставляли для рукавчика. Опять 46 воздушных петель и 4 чешуйки. Так, перевернули вязание и снова начали вязать первый ряд второй нашей схемы. То есть, ну, как обычно, мы вяжем эти чешуйки. Так, и теперь, когда дошли уже до воздушных петелек, смотрите, тут у нас все было по столбикам с 2 накидами. 2 воздушные петли. Рукавчик у нас снова будет столбики с одним накидом. Накид. Так, вместо соединения чешуйки вот сюда, откуда мы делали воздушные петли. Две воздушные петли и через 2 петли так, 1, 2, в 3. Вот так вот они здесь. Раз, 2, через 2. То есть практически то же самое. То есть, но нижний край рукавчика у нас будет, как и нижний край всего изделия, состоять из столбиков с одним накидом. Вот, провязываем дальше сами. Так, и будем вязать еще 2 ряда. И 2 ряда рукавчиков. И дальше уже встретимся.
Провязали мы 2 ряда наших рукавчиков и будем уже делать как бы убавление. 4 ряда полочки, спинки и 2 ряда рукавчиков. Вот. 4 ряда плюс 2 еще мы провязали те, которые рукавчики, да. Смотрите, как делаем убавление. Убавление делаем мы в первом ряду, то есть с изнанки, когда мы вяжем. Так, доходим до рукавчиков. И сейчас покажу, что будем делать. Так, и вот остается у нас 2 чешуйки. Мы из этих 2 чешуек будем делать одну в начале рукавчика и как бы в конце, да, то есть на одном рукавчике 2 убавки, на другом рукавчике то же самое 2 убавки. Так, из 2 чешуек делаем 1 чешуйку. Эту пропускаем и идем сюда. Вот, то есть здесь вместо 2 этих чешуек у нас будет 1 только чешуйка. То же самое и вот здесь. То есть проделаем это здесь точно так же, показывать уже не буду. На втором рукавчике то же самое. Здесь убавляем, сокращаем чешуйки из 2 1. И вот здесь из 2 делаем 1. И вяжем дальше. Итак, мое болеро уже связано. Вот получилось какое замечательное. Уже даже надевали на утренник. Сейчас вам покажу, что я делала дальше. Я с вами останавливалась на том, как мы делали первые убавки на рукавчиках. То есть вот мы провязали 2 ряда чешуек на рукаве и делали убавки. Как делать убавки на изнанке я показывала. То есть все убавки у нас делаются вот по схеме 1 в первом рядочке. Мы как бы из 2 чешуек делали 1. Все это в первом ряду, то есть тот ряд, который вяжется с изнанки. Если брать по этой схеме, то вот мы тогда провязали 1, 2, 3 чешуйки. С 4, 5 мы делали 1. Так, еще провязали 1, 2, 3, 4 на рукавчике чешуйки. И с 5, 6 тоже делали 1. То есть на рукаве, в начале рукава и в конце рукава делается убавление. То же самое и со вторым рукавом делается. Потом мы еще раз провязали 2 ряда чешуек и с изнаночной стороны, опять же по схеме номер 2 в первом ряду, делали убавление. Но там уже делались убавки, то есть мы была 1, 2 чешуйка, с 3, 4 мы делали 1, вот здесь это хорошо видно, 1, 2 чешуйка, с 3, 4 на изнанке мы вывязали, как бы, чтобы потом на лице связать 1 чешуйку. Так, потом на рукавчике еще связали 1, 2, 3, 4 чешуйки, 5, 6 опять идет убавка. То есть опять у нас было провязано 2 рядочка. Вяжем следующие 2 рядочка и опять делаем убавки. Опять же с изнанки. Теперь мы их делаем. Первую, вторую чешуйку оставляем. С 3, 4 делаем 1. Вот здесь хорошо видно. 1, 2 чешуйка, с 3, 4 чешуйки у нас в следующем рядочке идет 1. И на рукавчике что у нас еще остается? 1, 2, 2 чешуйки, с 3, 4 опять идет у нас убавление. Итого, то есть по сути у нас через каждые 2 рядочка 3 раза идут убавки. 1, 2, 3. Сделали вот эту последнюю убавку, провязали еще 2 рядочка. Все, никак, ничем я ничего не обвязывала. Оно и так лежит очень идеально. Пришила просто вот пуговичку. Пуговичку, сделала петельку. Вот, и получилось такое нарядное болеро.
Эти схемы две я приложу в описании к видео. Надеюсь, кто будет пробовать, у вас получится. Если вам понравился мой урок, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал.